Всех приветствую. Рад видеть вас на моем канале. У меня сегодня вышло видео, которое вы сейчас наблюдаете в новом формате. Решил записывать дневник разработчика от себя, то есть какими проектами занимаюсь и так далее. Отвечать на вопросы популярные, по планах рассказывать, ну и так далее. То есть я сейчас создал такую таблицу, скажем так, чтобы было легче делать. Даже не таблица, это ведение менеджмента, да, проектов и так далее. Вот, потому что многие спрашивали на стримах, в других видосах, типа, какие-то вопросы, на которые я отвечал по 200 раз. Надеюсь, вам будет это видео полезно этим, и вы получите какие-то ответы на вопросы. Давайте приступим. Сейчас пройдем к табличке нашей. Что у нас тут идет? Ну, вот это комментарии от Ютуба, предложения, получается, по игре, остальные мои проекты. Давайте сейчас перейдем к комментариям, да, первым там. Первый человек у нас спрашивает, добавите ли вы в следующем обновлении ночной цикл, ну, дня и ночи, да, то есть это смена дня и ночи и так далее. В следующем обновлении не добавим. В будущем я не знаю, как это скажется на оптимизации, надо тестировать, но такая идея была, потому что многие пишут об этом. Посмотрим, проверим. Если все получится, то в будущем, может не в ближайшем даже, но вполне реализуемо. Потом человек спрашивает, добавьте, пожалуйста, трафик пешехода, город пустой и оживленный. Тут проблема такая, у многих телефоны средние, либо ниже среднего. Если мы добавим трафик пешеходный, то это скажется на видеокарту и на процессор. Пока мы с этим делом тестируем, и трафик у нас доступен, в принципе, в одиночных играх, да, но не стоит сравнивать одиночную игру и мультиплеер. Если в мультиплеере это добавить, плюс там, сколько там, 10 машин будет вокруг ездить, вы еще и пешеход, это очень сильно скажется на ресурсах вашего телефона. Поэтому нужно тестировать, нужно смотреть. Пока тесты привели к тому заключению, что это слишком дорогостоящее, да, скажем так, для телефона процедура, и все ресурсы прям на максимуме будут задействованы. Также дальше. Так. Ford Mustang спрашивает. Частенько меня спрашивают, что я показывал Ford Mustang. Ford Mustang выйдет в новом обновлении, которое в ближайшее время выйдет. Ну, в ближайшее время относительно, конечно. Как закончим, так сделал. Я имею в виду вот то, что сейчас по этапности, вот в этом обновлении, которое выйдет, там выйдет Ford Mustang. Надеюсь, вас не запутал. Также там выйдет Chevrolet Bel Air. Ну, еще парочку машин современные. Давно их просили, поэтому, думаю, вы будете рады. Пока сказать я не могу про модели машин и так далее. Обязательно потом выйдет видео на канале, поэтому ждем. Теперь, что дальше? Так, добавь, пожалуйста, мотоциклы. По мотоциклам немного сложнее, придется переписывать механику. Я не могу сказать, это будет либо нет. Нельзя зарекаться, скажем так. Возможно, но точно в этом году навряд ли, потому что хватает и по машинам делов, да, то есть там и электрокары есть, и вообще столько новых машин повыходило, там Супры, Мерседесы разные, то есть там список огромный машин, которые нужно реализовать, поэтому думаю, пока не стоит ждать мотоциклы. И много, в принципе, есть других игр, где именно упор идет на мотоциклы. Если у нас и будет мотоциклы, то это второстепенный, да, будет план, скажем так. Так, что же дальше? Так, будет ли река на оффроуд карте? Да, будет там небольшая река. Думаю, вам понравится в целом локация, потому что я каждый день возвращаюсь к ней, помимо других основных задач, что-то добавляю новое, что-то меняю, то есть смотрю комментарии. Допустим, про реку писали, по-моему, 2-3 недели назад. Я решил добавить ее. В принципе, это не сложно. И
будет какое-то разнообразие на карте. Ну, в принципе, разнообразия и так хватает, потому что там и карьер будет, и заправки различные, стоянки авто, то есть и оффроуд дорога, и раллийные дороги, то есть очень-очень много всего будет. Поэтому, думаю, вам карта понравится своей уникальностью и своим разнообразием. До этого в карпаркинге ничего подобного не было. Так, вот этот вопрос есть. Здравствуйте, у меня есть идея для коинов. Сделайте рулетку, например, 50 коинов, и может выпасть рандомная вещь. Скин, обвес, крыша, роллса или диски. Думаю, идея интересная. Идея интересная, но идея незаконная. То есть рулетка сам по себе запрещена, на игру может прилететь бан, если начнут игроки жаловаться, либо их родители, что в игре присутствуют элементы казино. Да мы в целом-то против такой системы казино, против насилия и так далее. То есть стараемся игру держать, цензуру в игре, да, держать. И, в принципе, большая аудитория у нас от 8, наверное, до 12 лет, поэтому до 15, потом все меньше и меньше игроков. Вот, поэтому такую систему точно сделать не сможем. Так, кстати говоря, вот многие скриншот мне отправляли, типа, вот, а у вас, оказывается, можно в Роллсе там 4 сидеть в дверной вот этой машине, да. У нас есть функционал, у нас есть даже в смарте, можно 5-й человек поместить, оно в багажнике. В общем, во всех машинах, где в реальной жизни присутствуют места, мы реализовали, чтобы игроки могли сидеть. Также по чарджеру, да, по-моему, машина называется, я могу сейчас немного ошибаться, присылают, что хотят капот, то есть у него там торчит мотор, или как эта штука называется, воздухозаборник, я не знаю, вот хотят такой капот сделать. Я себе записал в эту таблицу, чтобы не забыть, и как время будет, реализую. Так, давайте дальше пойдем, что у нас. Это такие... устал ждать, говорит, обнова. Вы что, спите, что ли? Посмотри как-нибудь, как вообще игры разрабатывают. На ютубе есть, по-моему, даже мини-фильмы какие-то инди-индустрии. Там мы реально сверхурочно работаем. По вечерам, как бы после ужина идем работать также. То есть сейчас всегда перед обновлением работа кипит, еще предстоит много чего сделать. Очень есть сложные вещи, есть простые вещи, но мы пока сложными вещами занимаемся, так как они занимают больше времени. То есть игру нельзя сесть и начать делать, да, это нужно подумать, нужно выстроить логику, то есть это все занимает времени. Допустим, мне для графических каких-то задач и для ребят моих нужны референсы собирать, да, то есть это ресерч проводится, да, то есть мы в интернете сидим, смотрим, что и как, то есть стараемся сделать как можно реалистичнее, скажем так. Потом добавьте возможность менять цвет одежды персонажа. Насчет этого подумаем. Я думаю, можно реализовать. Просто это не такая прям архиважная задача. Персонаж все-таки второстепенный у нас в игре. Люди в основном ждут машины. Но я думаю, я рано или поздно приду к этой задаче, потому что я занимаюсь персонажами и вещами лично. Так, добавьте, пожалуйста, стробоскопы в СО. По этому поводу очень много комментариев приходит, в основном из СНГ, но так сложилось, что мода это только в СНГ, что ли, потому что зарубежных стран вообще по миру редко приходят такие пожелания. Я не знаю, сейчас пока есть поважнее задачи, поверьте мне, очень важные задачи по типу аукциона, которого вы видели. Это очень непростая задача, там очень много будет задействовано баз данных и так далее, чтобы люди не крали машины, не теряли машины и так далее. То есть тут нужно уделить очень много времени, поэтому будем делать ее. Так, потом вот этот вопрос часто встречает Тасимов. Добавьте обвес на Марк 2. Что скажу по поводу Марка? Сейчас добавлять обвесы на эту машину не резонно. Объясню почему. Машина вышла кривая, не доглядели, референсы не дособрали. Будем менять полностью машину в том виде, в которой она должна присутствовать. И потом уже будем вместе с обвесами сразу делать. Поэтому вам нужно подождать. Думаю, что
через обновления, когда будут мелкие обновления, там выпустим, когда будем выпускать машины, диски и так далее. Так, по комментариям все. Так, потом, насчет бан-системы хотел еще узнать. Вот, к примеру, если я купил тачку на рынке без обвесов, снятый через ГГ, за это бан может прилететь? Объясняю, может. Системе без разницы, откуда получен. То есть вы должны смотреть, что покупаете, да, то есть вы в реальной жизни пойдете, купите гранатомет и полицейским скажете: ну блин, я не знал, что это гранатомет, так это не работает, так же и по логике в нашей игре. То есть вы смотрите, что берете, ребята, в бан прилетит сразу. И сразу скажу, сторонние APK файлы, допустим, вы скачиваете где-то в интернете APK файл, без разницы, с чита он, без чита, Google Play и iOS Market, да, как он там называется, они проверяют на хэш, то есть при скачивании со сторов вам дается уникальный ключ, то есть что вы скачали, да, эту игру именно с этого стора, и этим самым вы подтверждаете, что у вас игра официальная. А когда вы скачиваете где-то со строем сайте, вам ключ не приходит на ваше устройство, поэтому вы получаете бан. А потом мне пишут: а почему я в бан получил? Я вроде читы не использую. Ну, дружище, ты АПК устанавливал? Ну, говорит, да, устанавливал. Ну, а что ты хотел? Вот так вот, ребята. Но единственное, наши APK-файлы уже идут с ключами, да, то есть, которые мы формируем на 64 бита и 32, которые мы компилим для тех устройств, которые не могут скачать с Play Market. Поэтому только официально там Манас скинет, либо я скину такие APK-файлы. Эти APK-файлы можете смело брать. А что в их этот Хаммер не добавить это? Ну, пока добавить там нечего, потому что салон не проработан, смысл добавлять, пока он как у разработчиков, но в принципе я его редко беру, наверное, полгода назад брал последний раз. Подумаем, если Хаммер так очень нужен всем. Я думаю, его люди хотят, потому что он редкий. Сейчас мы его выпустим, да хрен его с два будет добрать его. Ну, реально, по существу. Просто всегда охота идет за редкостью. Редкая машина, все. Как только обновление выходит, какая-нибудь машина уходит, все ее хотят. Через месяц уже люди катаются на других себе привычных машинах. Это так и происходит. Так, потом Потасимов Капс. Я перезапускаю этот кап. Мы сейчас свяжемся с победителями. Вот победители предыдущих наших капов. Проведем финал. Среди них выявим победителя. Подарим приз главному победителю, да. И перезапустим полностью этот формат гонки. У меня есть идея небольшая. Прям с новым обновлением зайдет. Сделаем прям прикольную вещь, как Гран Туризмо, либо что-то похожее, поэтому ждите. И Тасимов Кап выйдет, как договоримся, как найдем людей, как проведем, я обязательно сообщу вам. Также, что автопробег на Нивах, я про него не забыл, просто сейчас пытаюсь собрать, скажем так, популярных людей, которые играют в карпаркинг. Сегодня, прямо сейчас напишу механику, один из участников, потом еще кто-то был. Ну, очень много в ру-сегменте. Возможно, будет кто-то из зарубежья. Насколько я договорюсь, если из участников моих кто-то будет шпрехать на английском, то это будет вообще замечательно. Так, также... Так, в общем, по багам. Переходим к багам. Присылайте баги в комментарии обязательно. Я все прочитаю, все вынесу вот так в таблице. Надеюсь, этот формат вам понравится. Dev-блок, но под номером 1. И дальше будет Dev-блок номер 2, 3, 4. То есть это мой дневник разработки. Будет интересно через пару лет посмотреть, о чем я думал, что делал и так далее самому. В общем, по багам игры. Подъем на заправку City 1 такой же багованный. Когда изменяешь подвес, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, по подъемам, я скажу, я уже завершил работу в City 1. Вы, короче, увидите переработанную локацию. Надеюсь, вам понравится. И все вот эти баги и так далее учтены. Стало и красивее, и интереснее. Поэтому ждем. Порог здесь на лансер не убрали. Так, там различались на лансеры пороги, поэтому мы их поменяли уже. Этот комментарий мне давно прислали, я все по нему уже сделал.
Также то фонари отключаются по одному. Это тоже, по-моему, реализовано. Надо проверить. Я давал задачи, но не знаю. Я еще это не проверял. Также еще на лансер там обвесы будут. Только так, чат иногда лагает при открытии, показывает пропуски по 6-10 строк. Это зависит от интернет-соединения. Мы уже именно данный баг хотели выявить. И заметили, что если 4G соединение, то такие баги присутствуют. Это теряются пакеты, и потом, когда они восстанавливаются, то есть приходят все-таки, да, эти пакеты даже не могут в порядке, другой в порядке стоять сообщения. Поэтому это проблемы именно интернет-соединения. Задние арки на Subaru при расширении входят текстуры. Так, там нужно настраивать. На самом деле я настроил эти арки, но возможно есть такое. Надо, ну, в общем, надо смотреть. То есть я и так пробовал. Да, в некоторых моментах уходит, но можно настроить так, чтобы было все нормально. Но это посмотрим еще, ребята. Так. При включении света или при включении ближнего на дальний режим освещения в City 1 багуется текстура асфальта и становится темным. Также и наоборот. Это мы уже пофиксили прям вчера, я пробовал. Вроде все работает. Также по моему проекту немного расскажу. Он разрабатывается. Сейчас уже есть у нас целых 5 грузовиков. Вот процесс создания. То есть я тут текстурил машину Volvo, создавал карты теней и так далее. Это новая технология. Редко где используется в играх. Решил в своей игре. Конечно же, так как я 3D-специалист большой, я пытаюсь внести такие новые технологии, новые фишки, которые я протестирую. Возможно, потом перенесем в карпаркинг, если они себя покажут очень хорошо. Ну, в принципе, все по новостям, по комментариям. Обязательно присылайте комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик там. И обязательно мотивируй меня на новые видео. Обязательно буду снимать побольше по обновлению. Как подойдет обновление к своему логическому завершению, наснимаю видосов. Очень много их, я уже посчитал. Если каждый аспект рассматривать, то там около 6-7 видосов. Если вам удобно будет, я их соединю в один, либо раскидаю, чтобы вам было удобнее смотреть. По этому поводу сделаю голосование. Участвуйте в голосовании обязательно, ребята, которые я создаю в сообществе YouTube. Подписывайтесь на телеграм-канал. Кстати, хотел рассказать про телеграм-канал. Очень много там информации. Я постоянно делаю посты, спрашиваю ребятам и так далее. Подписывайтесь. Чем больше игроков будет, тем больше акцент будет на этот канал, и вы будете иметь быстрый доступ к информации от меня. Поэтому подписывайся. Также ставь лайки в инстаграме там и так далее. Но это не важно, конечно, я шучу. Можешь не ставить. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам все понравилось. Все, спасибо. Надеюсь, видос зайдет, и я буду пилить еще девблоги. Все, удачи.